Здравия желаю. Вот и пролетели 3 года. Ресторан на борту закрыли. Все имущество разложили по трюмам, банкам, рундукам и прочим корабельным шхерам. Начали доставать припрятанные экспонаты. Модели кораблей. Навика, работа судомоделиста Темникова. Адмиралтеец, призовая работа Степанова Александра. Графика Вариана Щеглова из жизни подводников Кронштадта. 1933 года он с ними погружался и на учебные стрельбы ходил. Посуду, вроде той, что мне при сдаче поставили по штату. Там много всего, что сейчас на современных судах и не встретишь. Электроника все заменила. Как и планировал, в 2019 году пошли в ДОК, на Балтийский судоремонтный завод. Его перед Первой мировой построили. На нем тогда эсминцы «Навики» строили. Ну так, простоял я там 10 дней. Помыли меня и сделали замеры толщин. Переборки, флоры, танки. Излазали от борта до борта, от штевня до кормы, от киля до клотика. Решили для ремонта теплого ящика прорезать технологический вырез. Я его окном в СССР называл. За бортом Европа, а внутри наши прошлые. Нужно было освидетельствовать винторулевую группу. Вал, винт, перо руля. После поменять набивку Дейдвуда. Ответственная работа. Ребята делали давно знакомые. Как всегда, покрасили, поменяли протектора. Инспектора Российского морского регистра судоходства за всем наблюдали, советовали, требовали и остались удовлетворены состоянием моего здоровья. Выдали новые документы, подтвердили, что я пароход специального назначения. Последний действующий морской пароход, построенный в России, в СССР. Документальный фильм обо мне и моем экипаже в Питере на кинофестивале «Море зовет» показали. Даже диплом и приз получили. После его показа нашлись мои старые друзья. Один служил юнгой перед поступлением в военно-морское училище, другой был сыном боцмана, прослужившего со мной более 20 лет. Будучи ребенком где-то в 70-х годах, отец иногда меня брал с собой к себе на работу, и вот я бывал на данном буксире и проводил некоторое время. Это было где-то 74-75 год. Боцмана Ивана Антоновича очень уважаю. С боцманом мне повезло. Он держал меня в образцовом порядке. Матросам спуску не давал. Смею заметить, что корабль содержится в идеальном состоянии, что было много лет назад, что сейчас. Все отдельные вещи держал в порядке. Блоки, скобы, талрепы — все было разложено или подвешено в шкиперской. До сего дня пластырь, маты и прочее аварийное имущество может послужить в любую минуту. Выброски, муссинги, кранцы плетеные, забортный лаг, музей флота. Рынду надраивал самолично, никого не подпускал. Отец часто брал меня с собой, что я просил, мне очень нравилось выходить в море, на Таллинский рейд, на Коплийский рейд. И так получилось, что где-то к 5 классу я уже для себя определился в своей будущей профессии. Я хотел стать офицером флота. И для того, чтобы попробовать, что такое море, как вообще себя человек чувствует в море, я упросил отца, и после 8 класса, это было в 1966 году, на 1 месяц он меня устроил как бы таким стажером-юнгой.
Да, прошли стажировку, практику на моем борту много ребят из мореходных училищ. Сын директора прибалтийской базы Санек месяц юнгой прослужил. Так никто и не знал, что он сын начальника. За штурвалом стоял, палубы и гальюны драил, в швартовках участвовал. Боцман его гонял, будь здоров. И в магазин посылали. Он никому ни слова. Потом в военно-морской поступил. До КАП-2 дослужился. 26 календарных лет прослужил в военно-морском флоте. После дока в конце лета пришли в Таллин на пароходе «Турса» мои друзья из общества паровых судов Финляндии. Старбех Эскохяра и механик ледокола Сант-Эрик из Стокгольма. Наши, Петр и Игорь, к их приходу подняли пар. Вместе прогрели механизмы и машину. Надо было проверить, как держит набивка Дейдвуда. 2 часа у причала на малом ходу крутили. До острова Айгна можно было сходить. Работа выполнена аккуратно. Эско и рулевку проверил и дал свои рекомендации, где подтянуть, где поднабить. Петр все понял, хоть в Белоруссии финскому не учили. Рыбак рыбака, как говорится. Первый раз на адмирал я попал в 2005 году, на дне моря. Здесь было очень интересно. Я проводил конкурсы, экскурсии по адмиралу. И за эти несколько дней я заболел морской тематикой, заболел кораблями и принял решение поступать в Ленинградский кораблестроительный институт. Матвей еще на строительстве Мистралей во Франции успел поработать. Вот тебе и переходный возраст. Не зря они все излазали и, открыв рот, смотрели на работу паровой машины. Игорь и Петр все что-то лакируют, стучат, подтягивают. Все никак остановиться после докования не могут. Но забота приятна всем, и не только пароходам. Вот красномедную кингстонную трубу с испытания вернули. Проверяли давлением, как держит. Все в порядке. Не халтурили, когда строили меня. Передо мной книжка очень интересная. Оказалось, что в этом году вышел такой интересный справочник, который называется «Пароходы Российской империи». И вот на одной из страниц вижу, что здесь есть история данного буксира. Валентин Сыромятников, старый знакомый Игоря, они познакомились в Финляндии, в Турку, на морском фестивале пароходов в 1998 году. Я туда тоже должен был прийти, ждали нас. Но, как всегда, спонсоров было не найти. А Валентин на пароходе «Дункан», так переименовал он Колпина, пришел туда из Питера. На речном пароходе 1901 года постройки, с когда-то ледовым классом, с необходимостью постоянно пополнять запасы топлива и воды, он от Питера прошел до датских проливов. Уникальный переход. Так вот, он на свои кровные рабочие средства собрал и издал уникальную книгу-справочник о российских пароходах. Он патриот пароходного флота. Ура! А у меня на борту появилась икона святителя Иннокентия Иркутского. И мощевик на иконе есть. Был совершен молебен о всех моряках. Служил владыка Евгений, митрополит Таллинский и всея Эстонии. Услышаны, Боже, упование всех концев земли
и сущих в море далече. В 1719 году соборный иеромонах Иннокентий был направлен судовым священником в Ревель и Або. Так раньше Таллин и Турку назывались. На трехмачтовый фрегат «Самсон», любимый корабль Петра I. Выглядел он, как эта модель. По размеру почти как я, пароход «Адмирал». Экипаж аж 200 человек. Но то был военный корабль. Были в гостях ребята из воскресной школы. Ой, шустрые, того и гляди, чтоб не свалились куда. Яхтенный капитан Рейндраут показал им, как вяжутся разные узлы. Детишки оторвались от своих мобильников и бросились вязать вслед за ним. Глядишь, и лет через 15 придут ко мне на борт молодые штурмана и штурманши. Сейчас и девиц берут на судоводительские специальности. Вот мне, старику, радость будет. Ну вот, коротенько, все главные новости за эти несколько лет. Я, кроме своих естественных мореходных качеств, имею влияние на настроение молодых людей. На наших морских праздниках проводились регаты на яхтах «Оптимист» и «Робинзон». Строились каноэ, ремонтировались шлюпки, знакомили с морскими спасательными средствами и их использованием. Сколько молодежи, посетивших меня и морские дни, связали свою судьбу с морем, с мореходными специальностями, судостроением, с парусным спортом. Вот так один не очень старый пароход с воинственным именем «Адмирал», но и самый миролюбивый из них, воспитал несколько поколений моряков. И даст Бог, еще воспитаю. Королем по морю ходит старый адмирал. Те, кто вечно ноют, ничего не стоят. Не страшны нам грозы и 9 вал. Всех штормам на горе просто